Всем привет! Сегодня на обзоре новинка от российской фирмы «Звезда». Советская подводная лодка «Щука» в 144 масштабе. Взглянув на эту модель, еще при такой прекрасной погоде на улице, захотелось сесть с удочкой на речке, налить стопочку крепкого и сидеть. Сидеть, наслаждаться, а не вот это вот все. А потом поставить котелок на костерчик, щучка, картошечка, морковка, лучок и сальцы добавить. Все. Теперь о модели. Размер собранной модели будет составлять 39,6 см. Довольно внушительный размер. Количество деталей в наборе 117. Масштаб, как я уже и сказал, 144. На обратной стороне коробки вы можете найти описание прототипа на двух языках. Можете читать на русском, а можете на английском. Пожалуйста. Фотографии собранной модели также прилагаются. Открою коробку. Упаковка хорошая. Коробка в коробке. И в этот раз вытащить внутреннюю получилось очень легко. Хотя обычно при этом действии вырывается очень много нелитературных слов. И внутри нас ждут пакет с литниками, подставка, пакет с декалями и нитью, инструкция и цветной вкладыш со схемами окраски модели. Начнем с литников. Первый перед вами это фюзеляж, это корпус лодки. Все достаточно хорошо, много клепки. Заранее извиняюсь, но не удержался чуть поржать. Я спрашивал, вы спрашивали, где клепка на Ми-24? Теперь есть ответ. Она вся здесь. И это прям чудесно-расчудесно. Корпус собирается из трех частей. Две перед вами. Палуба дана отдельно. Она будет на следующем литнике. Литник номер 2, а всего их будет 3. Палуба и 3 части рубки. Подводные лодки типа «Щука» строились в СССР в 1930-40-х годах. И это был самый многочисленный тип средних подводных лодок Великой Отечественной войны в Советском Союзе. 20 суток лодка могла находиться в автономном плавании. Существовало несколько различных серий «Щук». Серия 3, серия 5, серия 10. И данная модель представляет именно 10-ю серию. Заключительный, третий литник. Винты, валы винтов, орудия, флагштоки, перископы. И это совсем не полный перечень того, что присутствует на данном литнике. Модель абсолютно не тяжелая сборки. Все детали сделаны достаточно качественно. И их немного. И модель я бы рекомендовал для первой сборки. Подставка под лодку. И посмотрите, какую красавицу сделали мы. Данную мастер-модель отправили в лицейный цех. И скоро, очень скоро, кто ее захотел, а их много, ее получит. И спасибо за ожидание. Нить. Эта нить очень смешная, но правда. Очень не похожа на масштабное сечение. Ее лучше поменять сразу на более подходящую.
Декаль на 4 варианта окраса лодки. Название щуки на 2 языках на выбор для таблички на подставке. Флаги, ватерлиния. Ее желательно лучше краской нанести. Ну, вы и так это знаете. Инструкция. Черно-белая на 2 языках, русском и английском. Описание прототипа. 2 варианта сборки предлагает звезда. Сначала я подумал, что они отличаются выбором языка на подставке. А нет, еще и выпущенными и опущенными перископами. Сборка на 2 страницах. И содержимое набора. И цветная схема окраски модели. Первый вариант Ща-402 2-го дивизиона Северного флота 1937 год. Вариант номер 2 Ща-402 2-го дивизиона Северного флота 1940 года. Вариант номер 3 Ща-209 3-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота 1936 год. И заключительный 4-й вариант Ща-209 3-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота 1940 год. По набору все. А теперь посмотрим, что у нас имеется из дополнений к модели. Начну с быстро как пуля, ребята из микродизайна, которые уже выпустили полный набор фототравления к этой замечательной модели. А ребята из эскадры уже подготовили и латунные винты, и латунные якоря. А какой материал лучше имитирует металл? Ну, конечно же, металл. И никакой пластик его не заменит. Ссылку найдете в описании к ролику. Ну и подробнейшая инструкция на фототравление. А вот это вообще очаровательный и очень нужный набор. Перед вами основание для перископа и еще 12 металлических деталей для подводной лодки. Валы винтов, орудийные стволы, флагштоки, перископы, красотень. А еще имеются фигуры подводников. Аж 19 фигур. Семь фигур артиллерийского расчета. А еще я вам хочу предложить советскую торпеду 53-38 калибра 533 на тележке, но в 35 масштабе, чтобы жахнуть так жахнуть. Ну и собственно на этом все. Приобрести все это добро вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А скоро на обзоре будут еще 2 новинки от звезды. Поразвездимся, короче. А я с вами ненадолго прощаюсь. Прощаюсь, но ненадолго. Спасибо за внимание. Всегда рад вашим комментариям и лайкам. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков. До скорого!